Встречаем на льду участниц первой группы. Ева Зубкова, Санкт-Петербург. Мария Пулина, Санкт-Петербург. Арина Кудлай, Санкт-Петербург. Мария Мазур, Москва. Мария Елисова, Тульская область. Анна Лешенко, Ростовская область. Разрешена разминка. Девушки-одиночницы на льду чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. Сегодня они исполняют произвольные программы, и первая группа участниц прямо сейчас начинает свою разминку. Первая группа с 18 места и вперед наверх. Первой в этой группе катается Ева Зубкова. Светлая девочка, которая, к сожалению, так неудачно приземлилась накануне в своей программе. Все это мы видели, безусловно, и переживали за нее. На комментаторской позиции сейчас мы вместе с Анной Щербаковой и Алексеем Ягудиным. Продолжаем лишь приветствовать тех, кто интересуется фигурным катанием, кто сейчас подключен к нашему каналу и наблюдает за тем, что происходит. Вчера феерия, ну просто вот эта палитра эмоциональная, какой-то взъем. Я не знаю, как вы, друзья, но вот, Аня, ты смогла спокойно заснуть вчера? Я вот до сих пор как бы проматывал в голове выступления наших девушек. Правда, вот у меня даже не то, что редко, но, слава богу, вчерашний день был в реальности, а не сном. Круто очень было. Всем привет, дорогие друзья, дорогие любители фигурного катания. Сегодня, конечно, очень интересный день намечается. И, как ты говоришь, Алексей, да, даже сегодня с утра крутились мысли о коротких программах. Настолько близко все результаты, и такая интрига в произвольной. Кто же справится с этими нервами? Вот сегодня с вами посмотрим. Ну и, конечно, будем болеть, переживать за наших прекрасных девочек. Ну, впереди завтра за мальчиков. Ой, завтра за мальчиков. Но вчера такие смешанные чувства от мужских коротких программ, потому что вроде бы и основные лидеры и хорошо, и не очень. Это касается Дики Джи и Кондратюка. Но что касается женских, вновь повторюсь, что вау, вот просто вау-эффект был от коротких. И мы сегодня как раз наблюдали за тренировочным процессом перед произвольными программами. И хочу сказать, что общий фон, он положителен, он оптимистичен. И огромное количество элементов ультра-си было показано нашими девушками во время утренней раскатки. Да, все находятся в очень хорошей форме, и это видно, так что сегодня борьба будет не на шутку. И очень, конечно, мы с трепетом наблюдаем за всеми спортсменками. Даже стартовая группа, они все прекрасны, все интересные, такие у них славные программы. Да, кто-то оказался на последнем месте, без этого не бывает на чемпионате, но, тем не менее, надо как-то выкарабкиваться, проявлять себя. Вслед за Евой Зубковой будет кататься Мария Пулина, ученица Валентины Чеботаревой из Санкт-Петербурга. Арина Кудлай, ученица Александрины Дегтяревой и Кирилла Давыденко, вслед за ней выступит. Затем Мария Мазур. Это, конечно, уже школа Ангелы Плющенко. И вот они на ваших экранах. Дима Михайлов, Сергей Алексеев. Красавцы. И сам Евгений Викторович. Пятый будет кататься Мария Елисова.
как раз только что мы наблюдали хорошую попытку исполнения тройного акселя, но видите, насколько уровень высок, что позволяет спортсменкам, уже начиная буквально с первой разминки, напоминаем, 18 представительниц женской сетки, можно так сказать, нашего турнира, и уже с первой разминки есть силы, есть возможность показывать вот такие мегасложные элементы, с которыми можно легко выигрывать и европейские, и мировые первенства. Что интересно, самый сложный прыжок, который можно исполнить в короткой программе, это тройной аксель, и она исполнила его чисто в короткой, и это позволило все равно оказаться лишь в первой разминке на произвольную программу. Это лишь говорит о том высоком уровне, который вчера показали девочки в своих коротких программах. Ну и обратная сторона. Тройной аксель не гарантирует тебе большого взлета, и в то же время двойной аксель не гарантирует, что ты куда-то улетишь. Мы видели прекрасно, как катались фигуристки очень красиво, с набором элементов, с потрясающим артистизмом, компонентами, имея только двойной аксель. И сейчас они будут выступать как раз в завершающей группе участниц. Олимпийская чемпионка командного турнира Олимпиады в Сочи Юлия Липницкая на ваших экранах. Она тренирует Анну Лишенко, а мы на комментаторской позиции так немножечко приподнялись над льдом и наблюдаем с самой комфортной, самой, мне кажется, живой позиции за тем, что здесь происходит. Вот да все, нет, и наша все. позиция, вы знаете, не только организация для спортсменов улучшилась, но еще и улучшилась и наша позиция, потому что обычно мы сидим буквально в каких-то сантиметрах от льда. Это очень круто, потому что ты можешь прям чувствовать дыхание того или иного спортсмена. Ну а вот сейчас мы забрались чуть повыше, как говорится, на второй этаж, для того, чтобы более четко уже наблюдать за выездами и за конкретными докрутами и недокрутами, которые там, возможно, будут или не будут существовать. Ваша разминка завершена. Я думал, что все это покиньте лед. ради того, чтобы нам было чуть теплее, нет? И теплее в том числе. Но теплее и даже жарко может стать только от мега крутых прокатов. А это мы ожидаем. Для исполнения произвольной программы на лед приглашается Самая юная Ева одиночница Зубкова. чемпионата России Ева Зубкова. Ее провожает Роман Усатов на лед для исполнения короткой программы. В этом году спортсменка поменяла тренеров, выходит на взрослый лед под руководством группы Евгения Рукавицына. Ну а программу под пение французской певицы Индилана делала в короткой своей, а сейчас программа называется «Начало конца». Reckless behaviors, looking at a man like he was a savior, blind leading blind. Everything looks darker when you close your eyes. When you close your eyes. The
just to watch the world burn. So watch it burn. Ну вот, выступала сейчас Ева под музыку, которая называется «The Beginning of the End». То есть начало конца. Но я хочу сказать, что такое катание – это лишь начало какого-то более глубокого и более длительного процесса, а не конца. Здесь даже этим и не пахло. Ну, возможно, это так символично, что Я понимаю. Сегодня закончится соревнование среди женщин, и она начинает этот путь к соревновательный завершению чемпионата день. Да, да. И Хотя, конечно, Ева сегодня хотела бы не быть умничка. первой в этой разминке. Да, Ева Наверняка. сегодня умничка. Уже не первый раз мы наблюдаем, что произвольная программа именно дается ей. Ничего, да. Чуть-чуть, согласен. Чуть-чуть согнулась, ничего. Дается ей произвольная программа как-то легче и лучше, чем короткая. В короткой и на этапах были ошибки, причем довольно грубые. А дальше в произвольной она выходит и показывает, что она справляется с этими элементами очень уверенно. И в первой половине программы, и во второй половине программы все она делает, докручивает, не падает. И все с этой прекрасной улыбкой, с такой легкостью. Вы знаете, мне до этого в начале сезона казалось, что вот первая половина достаточно легко проходила, а потом уже по чуть-чуть, но теряла и уверенность, и сноровку, и дыхание, и все. А вот здесь меня потряс просто такой легкий тройной луц И во только второй что половине. на экранах был красивый хореоэлемент, проезд на двух коленках, и она прям ложится на лед спиной. Тоже очень эффектно выглядит на большой скорости. Мы и в короткой отмечали, что отличительная черта Евы — это Вот. то, что она делает и прыжки, и транзишены на большой скорости, и главное, без потери этой скорости. Сложные могут быть заходы, выходы, хореографические элементы, и все это выполняется вот прям через всю площадку. И вы знаете, своим прокатом она достаточно сложная, тяжелая музыка, но она, наоборот, вдохнула воздух в нее. Сумма затия программы 163,55. Поздравляем Еву с этим прокатом и с этим чемпионатом. На лед приглашается Мария Пулина, Санкт-Петербург. Конечно, все ошибки обидные, но такие, как у Марии Пульной была в короткой программе, обидны десятикратно, так как Маша обычно совсем другая в своей произвольной программе, нежели в короткой, то пусть и сейчас и все как будто начнется заново. Пелагея, Любэ, песня «Конь» о русском поле и любви к родине. Выйду ночью в поле с конем, ночкой темной тихо пойдем, мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем, а
Ночью в поле звезд благодать. В поле никого не видать, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем. Сяду я верхом на коня, ты вези по полю меня, по бескрайнему полю моему, по бескрайнему полю моему, по бескрайнему полю моему, по бескрайнему полю моему. Дай-ка я разок посмотрю, где рождает поле зарю. Ай, брусничный цвет, алый до рассвет, а не есть то место, его нет. Полюшка мое, родники, дальних деревень огоньки, золотая рожь да кудрявый лен. Я влюблен в тебя, Россия, влюблен. Будет добрым год хлебород. Было всяко пройдет. Ой, золотая рожь, ой, кудрявый лен. Ой, о том, как я в Россию влюблен. Ой, золотая рожь, ой, кудрявый лен. Мы идем с конем по Очень душевно, очень лирически, очень вот с каким-то значением катает эту программу Мария Пулина. И оставляет след. Вы знаете, иногда хочется сразу же включить эту кнопочку и сразу ринуться комментировать. А здесь есть определенное послевкусие, оно очень приятное. Я им воспользовался и вступил раньше тебя. Спасибо большое. Это называется командная работа. О, Смотрите, вы успели моргнуть? Все было хорошо, все было чисто. успели ли моргнуть, все, я понял. Мы ничего не заметили. Я тоже. Все дружно моргнули в этот момент. Дружно. Весь стадион и судьи включая и замедленный повтор. Но, к сожалению, огромное количество хороших прыжков, высоких, пролетных, но вот случилось то, о чем мы поговорим вот буквально через пару секунд. Правда, в какую-то такую определенную атмосферу погрузила весь зал своим катанием Мария Пулина. Очень идет ей эта программа, и очень интересная хореография была. Заход на оба двойных акселя, и на стартовый каскад, двойной аксель, тройной тулуп, и на акселе во второй половине был с красивого бауэра. Также вот сейчас мы видим гидроблейд, в котором она прям ложится на лед. Ой, как Очень красиво, сложная да. и очень красивая позиция, да. Мало того, что тяжело занять эту позицию, так еще и вернуться в исходное положение.
Это тебе. А, это мне. Я рада за второй тур. Я его в кои-то веке сделала новый вес. Довольно, да, это прям, это Вот не сейчас мы свойственно видим спортсменке. Самую грубую единственную ошибку в этом прокате — это падение с тройного флипа, такое довольно болезненное, но после этого Маша молодец, собралась, и Сальхов доделала тройной, но вот как будто после этого уже чувствовалось, что какая-то и усталость, и такой тремор в ногах присутствовал, ее немножко пошатывало, но тем не менее... Сейчас в любом случае не та ситуация, да, чтобы лить слезы. Ну, понятно, 17 место после короткой программы сейчас постаралась сделать лучшее, что она могла. И это была действительно отличная программа. Ну, да, И, с помаркой. Абсолютно 17 место – это не место для Марии Пулиной, но также ты понимаешь, что и 12 место Синицыной тоже это не ее место. Чистые прокаты, но вот что это такое? Я понимаю, что разница в баллах мы сегодня во время тренировок, это вроде бы минимум, а разница с другого ракурса колоссальна. Сумма заданной программы 166. Второе место она занимает, пропускает На данный момент она занимает по первое произвольной место. программе Еву, но по сумме 2 программ впереди Маша. В залет приглашается Арина Кудлай, Санкт-Петербург. Арина Кудлай вместе с Ксенией Гущиной, они тренируются у Кирилла Давыденко и Александрины Дегтяревой. Ее произвольная программа называется «Psycho Killer». Так и не скажешь. I can't seem to face up to the facts. I'm tense and nervous and I can't relax. Can't sleep cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Run away. Fa, 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 fa.
И вновь невозможно себя сдерживать, да, это было абсолютно хорошее катание. Очень Единственное, красиво. что вот на первый взгляд мне, это вот какие-то такие соединительные штучки, как пластилин, чтобы они работали, соединяли определенные культовые вещи в этой программе. В остальном... А что, добавить, ты имеешь в виду, их надо бы или что? Да, то есть здесь, на мой взгляд, Да, опять же, я чуть-чуть вижу, что вот есть один элемент, есть второй элемент, а все-таки произвольные короткие программы и, если мы говорим с точки зрения фигуристов, фигурного катания, восприятия этой культуры, то нужно, чтобы вот не было заметно, что один элемент идет за другим, чтобы как раз вот эти соединенные шаги, чтобы как будто была какая-то магия или какой-то транс, в который ты погружен, и, собственно, ты не замечаешь, как «О, уже следующий элемент». Как же радуют нас девочки своими произвольными программами. И мне кажется, Тьфу-тьфу-тьфу. что снова напоминают нам о том, какой высокий уровень, и что они оказались в первой разминке не потому, что им мастерства не хватает, или потому, что были ошибки в короткой программе, а потому что вот общий уровень такой высокий, что уже мало просто чистых прокатов, да, что нужно больше всегда работать, вот как ты говоришь, и над транзишенами, добавлять в хореографии, и следить за уровнями. Ну вот тут даже уровни вращений все четвертые, да, то есть только дорожка шагов второго уровня, вращения все на 4-й уровень. Один недокрут находят буквально в протоколе на заключительном прыжке на тройном флипе, а все остальное выполнено абсолютно чисто. Действительно очень интересная программа, и Арина очень артистичная девочка, и это видно и в короткой, и в произвольной программе. Конечно, в короткой, мне кажется, это прям такое настоящее представление, но в произвольной все-таки уже больше сложных техничных элементов. Короткая она нашла, конечно, такой образ, который прям... Вот В произвольной намного 100% тяжелее от начала и до конца держать этот нерв. За исполнение произвольной Тройное программы сердечко. Арина Дубай набирает 126,20 балла. И набрав 126 баллов, она первая и по произвольной, и по сумме двух Первое программ. место. И снова сегодня над льдом юбилейного зазвучит музыка Марко Белтрами из фильма «Матильда». Проникновенная, драматичная. Что может быть прекраснее, чем образ балерины, терзаемой страстями? Он удается Марии Мазур, несмотря на нежный возраст, удается ей и четверные прыжки. В произвольной их заявлено 2.
пишу, чернила стынут, за окном чужие сны. Эти буквы, эти клятвы, все, что взяла война. Где ты, мой Ники? Этот бал, пепел, зеркала. Если б вы знали, как бьется в висках ваша Матильда. Скрипки играют глиссандо вниз. Фагот цитирует «Боже, царя храни». Вентильные трубки глушат мелодию. Я больше не. Мария Мазур. Ну, что сказать, Мария молодец. Она была у нее возможность выступить на чемпионате России, она ее воспользовалась, рискнула, пошла на четверной тулуп, не стала тушеваться, причем была очень близка к его нормальному исполнению. Мне даже показалось, что когда она его уже прыгнула, что вы даже как-то сказали «хорошо». Ну, как будто уже вам показалось, что он уже почти сделан. Или мне показалось, или вы про что-то другое сказали. Вы-то чувствуете, как фигуристы? Попытка и вправду была хорошей. Не могу сказать, что там настолько близко, что, знаете, как иногда бывает, выполнен прыжок, нога слетает, и тогда действительно, вот уже, казалось бы, стояла на одной ноге. Если говорить конкретику чистую, то, конечно, прокат не получился. Она попала на чемпионат России, будучи запасной. Возможно, когда ты уже отпустил все идеи о своем участии, и еще в преддверии Нового года, и тут как раз, да, ты участвуешь, и вроде бы такие смешанные чувства и радость от того, что ты становишься частью главного турнира. В то же самое время ты вроде бы и головой уже отпустил, тут надо вновь перезапускать свой моторчик. К сожалению, да, многое не получилось сегодня. Да, Маша пошла на четверной тулуп, и вот мы увидели повтор. Очень хорошая попытка, видно, что она его делает, но, конечно, в этом прокате главная проблема – это далеко не тулуп, который не получился, потому что он как раз-таки, да, вполне хороший был, но мы не раз говорим о том, что когда ты идешь... Когда ты идешь на четверной прыжок, важно, чтобы был каркас остальной программы, чтобы он не рушился, даже если тулуп не получился. А здесь было видно, что как будто бы в голове она все еще прокручивала эту ошибку и дальше полностью в себе так ехала. Вроде в первой половине еще прыжки получались, а во второй уже начались, конечно, и грубые ошибки. И было видно, что не доделывала она и вращение, да, то есть мы видим второй уровень, второй, третий, дорожка первого уровня. Может быть, действительно, да, подготовки не хватило, чтобы она заранее знала, что поедет, да, на чемпионат. Но... Это как свет, вы знаете, когда вот балуются со светом, включают, выключают, включают, выключают. И вот здесь вроде бы она, да. Кто так делает? Я.
и играя с дочерьми. И вот здесь такое ощущение было, что да, она вроде бы абсолютно нормально все. Потом раз, как будто выключают голову у Маши, и она сама не понимает, потому что вот сорванный двойной сальхов, так он был такой немножко перекручен. То есть она не понимала, она не могла Было ощущение, понять. что она не успевает вовремя отпустить ошибки, потому что вот упадение с каскада комбинации тройной луз, двойной аксель, да, и было видно, что она прям встала, и как будто ей нужно было время. Нужно было время, чтобы снова включиться в этот прокат, в эту программу. И Сальхов, мне кажется, вот она просто не успела опомниться после ошибки. Но это все приходит с опытом. Маша не раз нам показывала, что у нее и техника прыжков. У нее есть все, и скольжение, и интерпретация программы она может очень красиво показывать. И техника хорошая, и четверными прыжками она владеет, да? То есть все это собрать вместе. Вот, правильные слова. Даже у больших спортсменов такое бывает. Правильно, все. Забыть. Это уже прошлое. Есть все данные Есть для того, база. чтобы, да, показывать очень высокие результаты. Она на последнем Только месте все на данный начинается. момент. Нам есть над чем работать. Маш, послушай. Только все начинается. Мария Елисова, Тульская область. Бессмертный микс Майкла Джексона как часть представления цирка де Солей в программе Марии Елисовой. Она 14-я после короткой программы, несмотря на чистый тройной аксель, исполненный в короткой. Конкуренция очень высока, и не акселями едиными живы лидеры. Будет бить акселями Марии и сегодня. Ну а Джексон — благодарная тема. Первый на сегодня элемент Ультра Си, тройной аксель. Второй за сегодня тройной аксель, причем выполнен он был лучше даже, чем первый.
Устанут ладошки сегодня хлопать у зрителей на стадионе, на Дворце спорта юбилейный. Завела. Мария Елисова завела нас всех своей программой, начиная с двух тройных акселей, как для вас специально отметил Алексей Ягудин, первые на сегодня. Вау, вы как и первый на посмотрите. сегодня Майкл Нет, все-таки. Джексон. Да, первый на сегодня. Простите, у меня просто эмоции. Ну, два сразу элемента Ультра Си. Смотрите, первый. Оба были в красной зоне, но ставят кьюшечку, недокрут на первом тройном акселе. Да, правда, мы его... И вот здесь. О! А вот это уже называется файт, друзья. Второй раз подряд. Я не понимаю, за что. Кьюшка за первую и галка за второй тройной Мы аксель. сейчас сможем уже это две все галки. смотреть. Две галки. Вот. А, вот, поменяли. Вот теперь, да. Галочка за первый элемент. И кьюшка... Посмотрите на повторе. И кьюшка за второй. Да, вот именно так мы как раз и думали, что второй Объясняем, был да. исполнен лучше, чем первый, более докручен повтор. он был. Но здесь не видно, здесь настолько быстро все происходит, молниеносно. Ну, два тройных акселя в программе, да, конечно, немножко недокрученные, но все же были. Первый на сегодня Майкл Джексон, мы так шутим здесь на комментаторской позиции, но то ли еще будет. Хочется вновь восхититься и залом в юбилейном. Зрители так поддерживали это выступление. Ну и, конечно, Мария тоже умничка, потому что именно она своим таким зажигательным катанием завела зал. И, мне кажется, вот как раз после акселей сразу же начали поддерживать, хлопать в такт. И до конца программы она каталась, мне кажется, не под музыку, а именно под аплодисменты, потому что они заглушали вообще все остальные звуки. И умничка, и справилась она с тем, чтобы и зажигать всю программу, и с элементами справиться, потому что мало сделать два акселя в начале, нужно еще дальше программу выкатать, и она это сделала. Тройные прыжки вообще не вызвали у нее сложностей. Все каскады, все сольные прыжки, все докручено, все чистенько, умничка. Вот даже сама спортсменка что-нибудь говорит, оба недокручены. Вот удивление. А это, между прочим, первоисточник. Временем Анна Лишенко уже готовится к выходу. Возвращаясь к прокату, самое главное здесь, одно из главных, это существующий контакт со зрителем и с теми, кто находится. То есть здесь не было разделения труда, можно сказать. Она увлекла и заставила аплодировать. Музыка, вот иногда все говорят, ну включи Майкла Джексона и будут аплодировать. Нет, так не будет. И мы это видели в том числе и на этом чемпионате. Музыка сама по себе не работает. И меня, конечно, всегда будет поражать, как вот эти вот маленькие тельца, эти девчонки, малышки, которым по 16, иногда даже и меньше лет, как они включают публику. А публика, ну, вы слышали, она не останавливалась всю программу, вообще всю. Это здорово. И самое главное, что очень сложно обмануть зрителей. Зрителей здесь видел очень многое, потому что простой человек никогда не зайдет на чемпионат России как бы так. О, что же в юбилейно происходит? Дай-ка зайду, поинтересуюсь. Здесь люди прекрасно понимают, кто, откуда и что происходит на льду. Очень искушенная публика, мега искушенная. Произвольной программы Мария Елисова набирает 128,25. И она впереди по произвольной программе и по сумме двух программ. 10 сотых. На данный момент она занимает первое место. Достойно. На лед приглашается Анна Лишенко, Ростовская область.
Программа на музыку из драматичного, жесткого, сумасшедшего Джокера в программе 16-летней Анны Лишенко. Есть в ней такая хорошая чертовщинка в этой спортсменке. Вот примерно такая же, как всегда была у ее тренере, олимпийской чемпионки Юлии Липницкой. Take my hand, stay here, my friend. I'll find my way back to you. Here and now, I know somehow we tell a story that's true. In our minds, we'd be just fine if it were only us two. They might say that we're crazy, but I'm just in love with you. We're gonna build a mountain from a little hill. Gonna build me a mountain. Least I hope I will. Gonna build us a heaven from a little hill. Gonna build us a heaven, and I know that will. Build that mountain, yeah. I'll take you up the mountain, and heaven will be waiting there. Oh yeah. Gonna build us a mountain, build us a mountain, build us a mountain. High, let's build it. Mountain, mountain, build a mountain, 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 build a mountain, Круто! Как же я хочу, чтобы на гребне вот этой волны, вот этого цунами, но чтобы не были разрушений, чтобы было продолжение разрушения моей психики, того разрушения, которое вчера начался вот этот процесс. А по поводу выступления Анны Лишенко, я так скажу, это будущее. И дай бог, чтобы никто не вмешивался в тренировочный процесс. Липницкая и Анечка Лишенко
Ну, это правда. Это хороший творческий спортивный союз. Есть абсолютно все. И контакт, и энергия, и элементы. И самое главное, что есть вот этот горящий глаз, желающий в будущем побеждать. Абсолютное восхищение вызывает своим прокатом и Аня Лишенко, и вообще вся первая разминка, потому что Аня была в завершении этой разминки, и такие умнички, девочки, невероятные прокаты показали. Аня восхищает нас уже который старт и стабильностью своей в том числе, потому что ошибок она абсолютно не допускает. Она даже не дает возможности там пересматривать свои прыжки, потому что прыгает все с большим запасом. Видно, что этот запас у нее в ногах есть, что у нее очень много сил, энергии в своих прокатах. Ее хватает и на хореографию, и на сложные заходы, выходы из прыжков, и на то, чтобы все 3 каскада исполнить во второй половине, между прочим. То есть она даже права на ошибку себе не дает. Все 3 прыжка стоят на умножение. Все 3 каскада. Тройной ус, тройной тулуп, тройной флип, двойной аксель, двойной тулуп и тройной ус, двойной тулуп. И, собственно, стандартное неясное ребро на тройном флипе. Это мы видели уже не раз. Анна Лишенко набирает 135,3. Очень достойные оценки. На 7 баллов опередила в произвольной программе Машу Елисову и лидирует. За 200 баллов ушла. Встречаем на льду участниц второй группы. Ксения Синицына, Москва. Елизавета Куликова, Москва. Софья Муравьева, Санкт-Петербург. Камила Нелюбова, Краснодарский край. Вероника Еметова, Москва. Дина Хуснутдинова, Республика Татарстан. Разрешена разминка. Вторая группа участниц в произвольной программе, и некоторые фамилии мы предполагали услышать в заключительной группе произвольной программы чемпионата России, но ситуация сложилась таким образом, и таким образом сейчас пойдут спортсменки одна за другой, и отрыв, как уже было сказано, очень маленький. Кто на каком месте находится, не так важно. Важно все-таки, кто сколько набрал баллов в этой ситуации. Первой будет кататься Ксения Синицына. Ксения на этом чемпионате самая взрослая, 21 год ей. Ну, говоря про Ксюшу, мне, собственно, нечего терять. Я считаю, что просто ее обокрали вчера с баллами в короткой программе. Я и дальше буду говорить про то, кто, к сожалению, Что-то на меня под нож. смотришь. Потому что ты и Аня Щербакова, те люди, с которыми я сейчас комментирую, я, конечно, нуждаюсь в вашей поддержке. Но безотносительно этого, конечно, здесь такая развилка, потому что вроде бы катались все чисто, разница по баллам не такая существенная, а существенно то, что ты, например, катаешься во второй разминке, а не в завершающей. Это тоже как бы будет иметь эффект в баллах. Но баллы же они не рождаются из воздуха, правильно? Это же оценки, которые выставляет техническая бригада и судьи объективно. В фигурном катании все досконально точно невозможно, потому что это действительно тот вид спорта, нравится, не нравится, конечно.
но просто абсолютно чистая короткая программа, непонятно какой недокрут поставили, и плюс все-таки надо сравнивать, мы говорим о фигурном катании, а не просто о наборе элементов в коротких программах. Ну а что Неважно, делать, если забыли, такое количество забыть. спортсменок здорово катались? Последняя разминка, она же не резиновая, Расстроиться правильно? на секунду, забыть, потому что сегодня произвольная программа. Давайте дальше Давайте. Да, о том. хочется Да. и Ксюше, и всем остальным пожелать не оглядываться в любом случае на вчерашний день, потому что настолько близкие результаты. Вот в этой разминке девочки находятся буквально в рамках 1-2 баллов, и это говорит нам о том, что ни у кого нету большого запаса, преимущества, права на ошибку. То есть здесь и сейчас будет проходить борьба в произвольной программе, и каждый элемент, каждая сотая балла будет решать то, на какой позиции ты будешь находиться. И, кстати, судя по тому, как закончился турнир в парном катании, нужно бороться до последней секунды. Мы это говорили, говорим и будем всегда говорить. За Ксенией Синицыной будет кататься Елизавета Куликова, ученица Сергея Давыдова, Александры Кравцовой. Затем Софья Муравьева, ныне под руководством Алексея Мишина и его огромной команды, самой большой команды тренерской на этом льду, в этом дворце спорта, что объяснимо. Камила Нелюбова, спортсменка, которая вчера выступала одной из первых и задала тон вчерашнему хорошему выступлению многих спортсменов. И вот сейчас она здесь, на высокой позиции, во второй группе, ученицы Гуреевой и Сотниковой. Вслед за ней Вероника Еметова, еще одна ученица Сергея Давыдова на ваших экранах, к которому она перешла минувшей весной. Но он очень серьезный специалист, и особенно в плане техники и постановки как раз этой самой техники в многооборотных прыжках. Вот он, Сергей, не зациклен как-то еще, мне так кажется, только на технике, да? Все-таки программа у всех его учеников, в том числе студентов, настолько интересные, оригинальные, что прям ведется всесторонняя борьба. Эта система называется, она Но работает база слаженно. техническая, она прям ощущается, конечно, Ну, у мощно. них прям, я знаю, как Сергей работает, правда, достаточно прямолинейно, жестко, я имею в виду прямолинейно, что вот я сказал, значит, вот так, все, не надо со мной спорить, не нужно, я, конечно, выслушаю ваше мнение, но все равно вот так и так и так. Я И просто дисциплина на первом месте. Не могу об этом не сказать. Прямо перед нами одна за другой Камила Нелюбова и Дина Хуснудинова по очереди прыгали тройную аксель. Столько попыток, и обе идеально чисто его исполнили. Дина с нами поделилась после тренировки, что, конечно, мы Еще видели, один. что еще один аксель. Ну, невероятное количество акселей уже сделали девочки. И самое И вы главное, абсолютно безошибочно. И Дина поделилась с нами, что четверной тулуп готовили к чемпионату России. Хотела она попробовать вариант произвольной программы с 3 элементами ультра-си, тулуп и 2 акселя. Но после сегодняшней тренировки они поговорили с тренерами, посоветовались и приняли решение сохранить такой же набор, с которым она выступала на этапах Гран-при. Это 2 тройных акселя, и сделать ставку именно на частоту исполнения. То есть четверного тулупа не будет? Если верить тому решению, которое было принято после тренировки, да, его не Хорошо. будет. И сейчас мы на разминке тоже видели, что Дина его не разминала. Ваша разминка завершена. Пожалуйста, покиньте лед. Для исполнения произвольной программы на лед приглашается Ксения Синицына. Ну а сейчас неожиданный и зажигательный Джимми Ача для Ксении Синицыной, известной своими не просто лирическими, а по-настоящему театральными и драматическими образами. Под хиты индийского диско она демонстрирует новую грань своего таланта, заставляя зал напевать эту мелодию примерно еще неделю.
बेटा गाओ। गोरों की न कालों की दुनिया है दिल वालों की। गोरों की न कालों की दुनिया है दिल वालों की। हंस के जिए हंस के मरे हम जैसे दिल वालों की। कालों की दुनिया है दिल वालों की। Очень обидно. Жалко, жалко, жалко. Но в любом случае, Ксюш, ты должна знать, что все тебя просто обожают за порой какую-то новизну, за отсутствие страха попробовать что-нибудь новенькое, за абсолютную разнообразию музыкальных композиций, под которые ты выступаешь, и за то, что ты способна адаптировать и перевоплощаться в абсолютно разные истории. Ты артистка на льду. Да, сегодня вот так хотелось, чтобы именно ты доказала чистейшим прокатом, что 12 место, вы что, с ума сошли, друзья? Но вот, к сожалению, все-таки, да, помарочки сегодня были. Аккуратничала. Я бы так не сказал, вы знаете. Наоборот, она прям была, даже порой, вот первые какие-то моменты, первые 2 минутки программы, была лучше самой себя. Сейчас просто нужно было слышать, насколько зал поддерживал Ксюшу и после проката, а во время проката, как они радовались каждому сделанному элементу и как вместе дружно расстраивались, если были какие-то ошибки. Вот этот вздох был слышен сразу на всех трибунах, но потому что, правда, неожиданно. Первая половина настолько легко и хорошо шла, она так ловко справлялась со всеми элементами. И вот сейчас мы видим началось. Луц, очень хороший Луц Ну, сделала, и, возможно, даже немножко в этот момент как будто, может, расслабилась и не дотолкнулась в этот тулуп. И, конечно, дальше вот именно вторая половина подвела. Мы обсудили, что расстановка элементов именно такая, что в первой половине самые легкие прыжки стоят, и во второй половине как раз-таки сложные каскады, 2 тройных луца, тройной флип должен был быть. И вот именно во второй половине уже то ли силы начали кончаться, то ли концентрации, может, не хватило. Тренер говорит, что аккуратничала, хотя да, мы этого не заметили. Казалось, что Ксюша сегодня прям наотмашь катается. Обидно, конечно, что не получилось, но Ксюша нас радует в любом случае своим прокатом. 130,50 балла. Ксения Синицына 5 баллов уступает Анне Лишенко и проигрывает по сумме 2 программ своей ближайшей сопернице. На лед приглашается Елизавета Куликова, Москва.
Елизавета Куликова сегодня — это нежность с остальным стержнем внутри. Так, программа о трогательной истории борьбы за простое женское счастье в традиционном восточном обществе. Сегодня ей будет исполнено под музыку из фильма «Королек. Птица певчая». Глаза Кимрана на меня глядят. Ах, мама, как волнует этот взгляд. Две карих вишни смотрят на меня. Два добрых, согревающих огня. Их теплый свет и манит, и зовет, в душе моей растапливая лед. Боюсь ослепнуть, глядя на огонь. Смотреть, смотри. Любуйся, но не тронь. За что ко мне так этот мир жесток? За что, любя, страдает королек? Да какой тут королек? Это зверек был. Слушайте, это было, ну, хочется очень сказать гениально, но все-таки гениально это больше так к Пушкину, к Лермонтову, к каким-то действительно очень величайшим делам. Но это приближенное. Это катание было настолько близко вот к этому очень практически идеальному.
Ай, да, Сергей Давыдов. Ай, молодцы. Вот система все-таки работает, а? Единственное, что подумалось, что хотелось бы, чтобы последний прыжок был пораньше, чтобы сразу расслабилась бы фигуристка, чтобы прямо в начале программы был последний прыжок. Да, только потому Лиза что, поехала имею в после виду, да. последнего прыжка, этому все сразу обратили на это Взорвалась. внимание. Да, энергия, прям вот она отдала все, что у нее было. До этого все-таки концентрация присутствовала, хотя все равно катание было очень эмоциональным, и она Ну, программа-то подразумевает такую восточную сдержанность немножко. очень органично, и органично были вписаны элементы в эту программу, то есть не было каких-то долгих заходов, подготовки, не было видно, что вот на лице написано «я готовлюсь к каскаду, тройной луц, тройной тулуп», например, да, то есть все это было очень органично вписано в программу, при этом с эмоциями, с подачей, очень красиво, хореографично, ну а дорожка это вообще выше всяких похвал, то, как она ее откатала. И в этом сезоне, конечно, Лиза очень сильно прибавила. Прям вот эта звонкость в ней появилась. В прыжках это чувствуется, как она вот как по щелчку подтягивается в воздухе. Такое ощущение, что Всем была, да, привет. струна натянута, а ее еще подтянули. И вот мое мнение опять, я вот такой Лизу еще никогда в жизни не видел. Да, я видел хорошие, чистые прокаты в ее исполнении. Вот именно такой Лизу никогда. Да, сегодня особое катание, особый результат. Посмотрите, как она обрадовалась своим 138 баллам, первому месту. Она пока лидирует 206 баллов. На лед приглашается Софья Муравьева. Сергей Дудаков показал класс на разминке. А тем временем в произвольной программе Софья Муравьева. Она катается с хореографией Бенуа Ришо, ведущего мирового специалиста. Немного другие выразительные средства, свойственные европейским постановщикам. Более философская, обобщенная история, такая постановка в себе. У Софьи есть свой внутренний диалог, который она придумала под незыблемый рисунок Ришо. Поиск себя и человечности.
Первое, что приходит в голову, будет однозначно хорошо. Да, немножко медленно, да, устала, это было очевидно, да, осторожничала. Сказывался фактор того, что и вчера какие-то были недочеты в короткой программе. Здесь во время 6-минутной разминки прямо упала. Затем перед самим прокатом тоже была ошибочка при короткой разминке. Тренировка не очень складывалась сегодня утром, но будет хорошо. Видно, что тело формировалось, видно, что спортсменка выросла прилично. Но что еще по поводу роста? Безусловно, сейчас происходит стабилизация этого всего. И однозначно будет очень круто продолжать просто находить себя. И еще, что мне показалось, вот как раз Соня переросла уже вот эти композиции, которые как бы ставятся для тех спортсменов, у которых условный переходный возраст. Она доросла, она взошла на ту ступеньку, где можно уже брать очень серьезные вещи, такие как Кармен в короткой. Какая умничка, и как давно мы ждали чистого проката произвольной программы от Сони. Да, пусть это было сегодня сдержанно, и мне кажется, до сих пор она как будто, мне кажется, еще не осознала, что вот он, главный старт сезона, чемпионат России, она только что чисто прокатала свою произвольную программу, до сих пор как будто держит себя в этом напряжении, в этом волнении, но сегодня точно можно выдохнуть. Молодец, правда, справилась, и здесь даже нечего говорить. Все чисто, абсолютно, не придраться ни к одному прыжковому элементу. Это сейчас было катание просто другого уровня по осознанности, по отношению к программе. И видно, что вот эта мощная команда мишинская, вот она на ваших экранах, которая в том числе включает и хореографа Елизавету Новиславскую, Владислава Сизганова по технике, Егора Челушкина по ОФП, и Туктамышева, Мишины. Все это дает свои плоды, безусловно, по осознанности катания. Ну и, конечно же, возраст, опыт. Это... Говорят, это Сонина личная победа, да, сегодня. Это победа. Правда так. Чистый прокат произвольный. Смотрите, какие баллы. Соня, спасибо тебе и спасибо твоей маме, которая сейчас находится в этом зале. Мама Сони, спасибо за такую дочь. Это единение, это настоящая семья, дружная, поддерживающая друг друга. Ну а сейчас вот она, Аделия Петросян, спортсменка, которая на данный момент лидирует после исполнения коротких программ. Ой, просто россыпь четверных элементов сегодня будет в произвольной программе. Ну, во всяком случае, на данный момент они стоят и заявлены в протоколе. Ну, длинные волосы у Аделии. Ой, сосредоточено, конечно, сейчас эти минуты до выхода на лед. Ученица еще одной олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой и Дарьи Гуреевой на льду Камила Нелюбова. Невероятно хороша была в короткой, обогнала многих сильных конкуренток, но отрыв небольшой, его почти нет. 9-е место с таким же успехом могло бы быть и 5-м, и 13-м. Вау! Просто питерский Эрмитаж. Тройной аксель. To
passion from me, energy I wanna know. Would you come back to me now that I finally realize you are my home, you are my life, I need you back. Yes, I loved you. Less than I should. Now all there is me and me. I turn around and all I see the past where I have left our destiny. Guess I loved you. Less than I could. And now it's time another round to mend both of our broken hearts. To tell you how much like I love you now. I guess I loved you. Невероятные эмоции. Почему Эрмитаж? Объясняю. Это в Эрмитаже это один из самых крупнейших и лучших музеев, где хранится история. Вот ее тройной аксель Камилы Нелюбовой — это практически эталонное исполнение этого сложнейшего элемента. Как же я рад за тебя. Но единственное, что сразу по горячим следам скорости и еще скорости. И, конечно, хореографии побольше. Но в остальном превосходно. Да, наслаждение катания сегодня. Камилу Нелюбовой Уже даже буквально уж 2 дня. не хватает слов и эпитетов, чтобы восторгаться сегодняшними произвольными программами наших девочек, потому что вот весь сезон мы наблюдаем этот путь, как они шли к этому чемпионату России, да, как проходили и контрольные прокаты, и оба этапа, и видим, насколько девочки в этом году, как их рост по сравнению с предыдущими сезонами, и видим, как они боролись с какими-то сложностями, как что-то не получалось у них. И вот как радостно, что именно здесь, на чемпионате России, вот эта кульминация случилась. Мы всегда желаем чистых прокатов, чтобы все задуманное получилось. Но вот как же радостно, когда одна за другой выходят девочки и показывают свой максимум в нужное время и в нужном месте. Шикарный тройной аксель, с которым она начала свою программу. Очень уверенно он был сделан. И дальше вот как раз-таки в сезоне мы видели, что порой аксель получался, а дальше какие-то ошибки выскакивали. И сама Камила говорила, что помимо акселя очень важно целиком всю программу выкатать чисто. И сегодня это ей удалось. Во второй половине исполнила сложные каскады, тройной луз, тройной тулуп, и комбинации из тройного флипа и 2 акселей двойных. Умничка. Все чисто, все докручено, все на положительные оценки. Очень серьезная сумма баллов сейчас будет. И сердечко от Дарьи Гуреевой, и от Камилы Нелюбовой. Обожаю этот дуэт. Ну и вот то, о чем говорил Алексей Ягудин. Программа Камилы Нелюбовой по технике набирает на 8 баллов больше, чем у Софьи Муравьевой, но по компонентам она проигрывает 8 баллов. Я говорил, Софьи Муравьевой. есть. И таким образом оказывается по произвольной на 2-м месте и по сумме 2 программ тоже. Не расстраиваться. Все хорошо. И все будет. На лед приглашается Вероника Еметова, Москва.
Боевая девушка Вероника Еметова, еще одна ученица Сергея Давыдова. Они вновь обратились к этнической скандинавской теме, в которой фигуристка выглядит особенно органично. Мощная энергетика, высокая скорость скольжения. Ее визитка. Хороший, очень достойный прокат произвольной программы от Вероники Еметовой. Но, да, вот есть это но, все равно обидно, жалко, потому что в короткой, ну, конечно, это был прокат жизни, мы видели, и сама Вероника до слез радовалась после короткой, все вот сошлось, все удалось, но здесь сразу было видно, что прокат такой тяжелый был.
И плюс, и если бы не тренировка было... утренняя тяжелая тоже была, ошибки были. Ну и плюс, если бы не было до нее, до выхода на лед, до Вероники, не было бы вот этого набора хороших произвольных программ других девочек, то этот прокат тоже можно было отнести как бы к, ну, окей. Нет, он правда хороший, за исключением вот этого первого каскада. Мы видим, это камень преткновения для Вероники практически на каждом старте. Мы говорили про эти недокруты, и вот мне кажется, так много работали они над этим каскадом, так много фокусировки внимания было ему уделено, что в итоге еще более грубая ошибка получилась. Лишь двойной тулуп вместо тройного сделала Вероника, и она сама рассказывала, что да, вся основная работа была направлена на этот каскад, и даже программу немножко поменяли. Дальше шел тройной флип, чтобы, если что, и к нему каскад прицепить. И я вот думала, пойдет ли Вероника все-таки пробовать каскад 3-3 сделать, так как первый тулуп лишь двойной был. Оставалась возможность дальше следующий двойной тулуп заменить на тройной, но все-таки решила она не делать этого, и я думаю, что правильно все-таки, если он не получился и первым элементом, прокат такой был, да, довольно нервный, то не стоило этого делать, но из-за этого, правда, получилось, что 3 двойных тулупа в программе у Вероники, а повтор можно делать лишь 2 тулупа, поэтому один из них под звезду уходит, то есть не засчитывается. Ну и, конечно... Но, по идее, должны засчитать флип. Нет, да-да, флип засчитают, только двойной тулуп не засчитывают. Это не такая огромная потеря по баллам, но все же потеря. Ну и плюс, конечно, вот эта изюминка, которая всегда заметна, если все идет хорошо, и ты на кураже, как вот я говорил, да, вот. Это было. В короткой был кураж. Комментаторской, когда, да? Ну, это не я. Я высказываю свое мнение, но оно не может рождаться без того, что происходит на льду. Сергей Давыдов, Александра Кравцова, тренеры с Вероникой Еметовой в Кисенкрай и смотрят на оценки и оценки. 7-е место по произвольной и отставание 20 баллов от лидера. На лед приглашается Дина Хуснутдинова, Республика Татарстан. Эпоха героев Балыша Хаваши – это программа Дины Хуснутдиновой, которая продолжает череду успешных проектов тренерского штаба Этери Тутберидзе. Дина необычная, ни на кого не похожая, разнообразие образов поражает, и в каждую влюбляешься, как сказал накануне Алексей Ягудин. Она лишь во второй группе не дотянула чуть до лидерской разминки из-за компонентов, а в списке ее элементов, вы знаете, тройные аксели. Первый есть. Есть. 2 тройных акселя.
Чемпионат России не для того проводится, вернее, для того, чтобы увидеть всю красоту тех, кто уже не раз доказывал свою силу, и порой даже на международной арене, а для того, чтобы еще раз щупать и увидеть потенциал, увидеть, куда идет, куда развивается российское фигурное катание. Именно поэтому в женском одиночном катании 10 дебютантов на этом чемпионате. И вот, собственно, Дина Хуснутдинова – это яркий пример того, что ожидает нас в будущем. Будущее яркое. Что, как держим? Я за Сальку больше держу. Я тоже. Браво, Дина, настолько... Официальный партнер Федерации фигурного катания России на коньках ТЭП-банк восхищается своими клиентами и всеми участниками соревнований. Всем, кто проявил себя на этом льду, ТЭП-банк желает не останавливаться на достигнутом и двигаться только вперед. Что, собственно, и делала Дина Хуснутдинова. Да, вот сейчас на ваших экранах тройной аксель, первый в каскаде и второй сольный. лакомка. Второй, конечно, вообще замечательный. И первый тоже очень хороший. Да, не самый уверенный выезд, но, тем не менее, прыжок сделан, он докручен. Дине браво, настолько спокойно, размеренно, вдумчиво она катается. И в моменте даже не выглядит это настолько сложно, насколько... эти прыжки являются сложными, да, то есть Дина их настолько спокойно делает, и не замечаешь, насколько сложные элементы она выполняет. Сделала 2 тройных акселя, и верное решение они с тренерами приняли на тренировке не идти на четверной тулуп, потому что на тренировке мы как раз наблюдали, что ошибка на четверном повлекла за собой в дальнейшем тоже ошибки на других элементах, и потом Дина сказала, что вот ставка будет на чистый прокат, и она умничка, что с холодной головой собралась, и сегодня этот чистый прокат сделала. Все ошибки оставила на тренировках. И можно было бы, конечно, сказать, ну, конечно, она такая молодая, так иди, сделай. А она берет и делает. Дина очень рассудительная, и как раз-таки это видно и в прокатах, насколько вдумчиво она вот каждое движение, каждый прыжок делает. Муравьева уже устала ждать. И вновь продолжаю, опять же, свою мысль. Действительно, на мой взгляд, если дальше прибавлять в артистизме, в скоростях, это будущее. И она третья по произвольной программе. 214. И вновь, как и перед этим, помните, мы обсуждали, да, тройные аксели есть, но пока нет второй. Но я еще Добирать. хотел сказать, что вот тем не менее она берет серьезную программу, серьезную музыку, она развивается в этом направлении, просто не все сразу, как говорится. И сейчас Софья Муравьева по-прежнему остается лидером, никто ее не обогнал. А мы смотрим разминку девушек, которые совсем скоро выйдут на лед. Анна Фролова в данный момент на ваших экранах. Текущее место у нее 3-е после исполнения короткой программы. Вот на ваших экранах вновь Анечка, которая разминается, очень переживала. Я говорю это открыто, уверен в том, что она в данный момент все равно не слушает нашу трансляцию, но очень переживала. Ксюша Гущина в данный момент также проводит свою разминку. 6-я после короткой программы, совершенно потрясающей, которую до сих пор оставила послевкусие, да, и мы помним о том, как она каталась. Все 6 участниц сейчас на разминке. Там вдали вы видите в блестящем платье Алиса Двоеглазова. Так, ну что ж, осталось всего лишь 6 самых сильнейших в нашей стране. Ну а с теми, кто уже выступил, готов поговорить, 2-кратный олимпийский чемпион Максим Траньков и чемпионка мира Женя Медведева. Завершилась 2-я разминка наших женщин. И у нас в студии находятся девочки, которые занимают 3 лидирующие позиции на данный момент. Девочки, очень хочется с вами пообщаться. Как для вас прошла произвольная программа на этом чемпионате России? Сонечка, давай с тебя начнем. Расскажи о своих эмоциях. Мы видели, что ты довольна прокатом, порадовала тренеров. Расскажи немного поглубже о том, что ты сейчас чувствуешь. Безусловно, радость. Я очень рада и взволнована. Мне кажется, как сейчас, вот я после проката волнуюсь. Мне кажется, перед прокатом я так не волновалась. Не знаю. Просто такое возбужденное состояние.
эйфории. Ну, ты как будто бы и немного радости. потерянная. Да, я потерянная, потому что все-таки присутствует у меня небольшое огорчение, разочарование именно в себе, то, что я вчера не до конца показала то, что я могла. Все-таки достаточно большое количество баллов я упустила на уровнях, на моих ошибках, которые я сделала. Все, что нужно знать о самобичевании наших Да, спортсменок. Вот сегодня все хорошо. Нет, вот про вчерашний день нужно посидеть и погрустить. Сегодняшний я уже смотрю на это как уже завершившиеся соревнования. Я анализирую уже все, что случилось. Вот. Но мне кажется, я все равно очень довольна, благодарна и своему тренерскому штабу, и Питеру, и родному уже юбилейному, и людям всем, которые мне помогали, меня готовили, болели, всем болельщикам. Огромное спасибо. Всем спасибо, что пришли смотреть. Я думаю, что Дине дадим еще немного отдышаться после проката. Камила, расскажи свои эмоции. Я рада своему чистому прокату. Мне удалось, в принципе, показать то, на что я. Привыкай только микрофон ближе держать, чтобы тебя хорошо было слышно всем твоим болельщикам. Это очень нужный навык теперь. Я рада, что я наконец откатала чисто в сезоне произвольную программу. В принципе, эмоции положительные. Старалась выходить на старт спокойно, уверенно. Я думаю, что у меня более-менее получилось это показать. Ты знаешь, в трансляции Алексей Ягудин после твоего тройного акселя сказал, что его нужно отправить в Эрмитаж. То есть представляешь, как здорово ты его сделала. Может быть, в планах есть уже и вторую попытку включить в произвольную программу? Мы думаем над этим. Я также работаю над четверным тулупом. Скорее всего, ближе в планах это четверной тулуп и тройной аксель показать. Ну, раз уж мы заговорили об ультрасие, Дина, у тебя было 2 попытки тройного акселя успешные, но на первый что-то чуть-чуть пошло не так. Второй прям идеально. Вот даже на раскатке, когда твои соперницы, предыдущие девочки, выставляли оценки, ты сделала прям, ну, я не знаю, эталонный. Но вот в прокате на первом что-то пошло не так. Вот что случилось? Наверное, я чуть-чуть переволновалась на первом, потом уже ко второму себя привела в чувство и рада, что смогла докатать всю программу чисто. И вообще рада оказаться на этом чемпионате России, потому что он для меня дебютный. И, конечно же, безусловно, я рада, что смогла показать 2 хороших катания. Ты только летом сменила тренерский штаб, переехала в Москву. У тебя такие резкие перемены в жизни, а тут сразу же чемпионат России, такой огромный зал. Вообще, вот прям честно скажи, насколько вот по шкале от 0 до 10, насколько волнительно было выходить сюда? Наверное, ценю на 7, потому что надо было показать достойное катание, не подвести себя, конечно же, тренеров, которые также работают со мной, и болельщиков, родителей. Всем хотелось показать достойное, хорошее катание. Сонечка, ты тоже сменила тренерский штаб в этом межсезонье. Вот спустя уже полсезона, что можешь сказать? Правильное было это решение, взвешенное? Не жалеешь ли о том, что переехала в прекрасный Санкт-Петербург? Я нисколько не жалею. Я очень рада, что жизнь моя повернулась таким ключом, в такую сторону. И я надеюсь, что дальше будет только лучше. Вот. Как я сказала, Питер и юбилейный уже родной. И так было не то, что волнительно выступать здесь, потому что первый мой чемпионат России тоже был здесь, в Питере, в юбилейном. Это предолимпийский был чемпионат. И я снова здесь. И все так по-другому, и я уже другая. И арена тоже выглядит вообще сногсшибательно. Как это преобразили, Первый канал преобразил арену. Не знаю, мне кажется, я довольна. И Сонь, переходом... не можем с Максом тебя не спросить. Вот у тебя был в арсенале тройной аксель. Работаешь ли ты сейчас над ним? Очень хотим еще раз увидеть. Я работаю, и за некоторое количество времени пришлось прервать работу над тройным акселем до чемпионата России, потому что надо было вкатывать программы, и это было гораздо важнее. И я в надеждах была до последнего, но так складываются обстоятельства, ситуация, что пока что у меня не получается. Я очень расстраиваюсь, потому что считаю, что в таком
варианте я не так конкурентоспособна, можно сказать. Не ощущаю себя более в хорошем как-то плане. Очень хочется мне его вернуть, и не только не только в одну программу, и в две. Сонь, тогда открой нам секрет. Только-только ты услышала свои оценки, сразу же побежала поздравлять Камилу. И вы что-то с ней обсуждали здесь, сидели, это прям попало в трансляцию. Что ты спрашивал, как Аксель восстановить? Нет, Какой секрет? Нет, я просто как... Мы с Камилой уже давно знакомы и много времени тренировались у одного тренера в Ангелах Плющенко. И я просто восхитилась, какой прогресс у девочки. Она тоже перешла в другой штаб. И, как я сказала, у девочки Камилы, извини, пожалуйста, шикарные тройные акселя. Я слежу в соцсетях, у нее еще очень высокий пролетно-техничный тулуп. И я просто поделилась своим восхищением, потому что это, честно, мне о таком только мечтать сейчас. Поэтому, не знаю. Диночка, здесь все передают привет родному Санкт-Петербургу, но мы-то знаем, что ты из Казани. Можешь что-то даже на родном языке передать своим землякам и поздравить их с наступающим Новым годом, например? Хорошо. Барығысында келесі яңа еллар белән котлыйм. Казанга, Татарстанга, Зәй районына зур сәлем. Девчонки. Вот такой привет летит в Татарстан и всем носителям татарского мы не будем, языка. Пускай это останется секретом, что же она сказала на самом деле. Девчонки, вы тоже можете передать привет и поздравить наших зрителей с Новым годом. Есть что сказать? Я? Передать привет. У кого микрофон, тот и говорит. Всем спасибо за то, что болеете за фигурное катание, болеете за нас всех. Я всем желаю здоровья и поздравляю всех с наступающим Новым годом. Также всем девочкам, которые сейчас будут катать дальше, желаю удачи, чтобы у них все получилось. Я полностью присоединяюсь к девочкам. Хочу еще пожелать, чтобы Новый год и он сложился для вас успешно, чтобы вы получали удовольствие от этого 2026 и наслаждались фигурным катанием, также продолжали нас поддерживать, а мы вам будем очень благодарны за это. Сонь, ты как текущий лидер, поделись своими ожиданиями от следующей разминки, или, может быть, хочешь что-то пожелать им? Я буду просто наслаждаться прекрасным уровнем фигурного катания, девочками, которые показывают высоченный уровень мастерства. И просто желаю всем удачи, чтобы они все наслаждались и чтобы публика тоже наслаждалась вместе с нами. Спасибо вам, девочки, большое. Вы просто невероятные умницы, как вы нас порадовали во второй разминке. Ну а сейчас начинается жара. Выходит совсем скоро на этот лед сильнейшая разминка. Да, все самое интересное прямо сейчас на ваших глазах. Наконец-то разыграют медали наши прекрасные девушки. Вот она, сильнейшая разминка на чемпионате России по фигурному катанию на коньках 2026 года. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky
stars. 'Cause you light up the park. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Очень ярко. Встречаем на льду участниц третьей группы. Ксения Гущина, Санкт-Петербург. Мария Захарова, Москва. Дарья Садкова, Москва. Анна Фролова, Санкт-Петербург. Алиса Двоеглазова, Москва. Аделия Петросян, Москва. Разрешена разминка. Ну что ж, впереди все самое интересное, совсем скоро развязка в турнире нашей. Финальная разминка начинается на чемпионате России по фигурному катанию в женском катании в произвольной программе. На данный момент Софья Муравьева лидирует в этих соревнованиях. Спортсменка, представляющая ныне Санкт-Петербург, набрала 215 баллов и находится на вершине. Ну, баллы. Каталась она великолепно. Это было волшебное зрелище. Впрочем, многие катались волшебно, но на вершине именно Софья Муравьева. Ксения Гущина будет кататься первой, как ее зовут, ее поклонники, мисс Стабильность. Ученица Кирилла Давыденко Александрины Дегтяревой на 6-м месте после короткой программы, которая очаровывает, которая заставляет восхищаться и спортсменкой, и постановкой ее элементами, но самое главное вот подготовкой к этому образу и то, каким он предстает на льду. После нее будет кататься Мария Захарова. Мария Захарова 18 лет. И вот это, как мы уже отмечали с Алексеем Ягудиным, странное достижение. Да? Самая взрослая из российских фигуристок, исполнившая четверной тулуп. И это про 18-летнюю девушку. Она прекрасно катается в своей произвольной программе под мощную драматическую композицию, но в то же время шикарную, потому что это «Мулен Руж». Мария Захарова – дебютант на этом чемпионате, хотя, конечно же, это могло произойти давным-давно, этот дебют. Но были таковы обстоятельства. Ее мама и тренер Анна Царева вместе с Еленой Водорезовой находятся возле портика. Напряжение в воздухе просто бешеное витает. Интрига невероятная. Здесь будет в произвольной программе. Столько элементов ультра-си заявлено у девушек. И 2 четверных у Захаровой, и также 2 тулупа у Садковой, 3 четверных у Алисы Двоеглазовой, 3 элемента ультра-си заявлено у Адели и Петросян. И ставку на чистоту делают Анна Фролова и Ксения Гущина. И вот сейчас ставка на как раз-таки чистый прокат сыграла у Софьи Муравьевой, да,
потому что 3 элемента ультра-си исполнила 3 тройных акселя и Дина Хуснудинова, но не смогла обойти Софью, несмотря на это, именно за счет второй оценки. Так что сейчас, конечно, будет борьба и чистых прокатов, и красоты катания, и при этом сложнейших элементов. Каждый может побороться за высокие позиции в этой разминке. Причем и разброс в оценке за компоненты, да, мы оценили, он огромен. То есть можно взлететь наверх с помощью компонентной оценки, и можно точно так же опуститься вниз из-за нее. Ну, Дарья Садкова будет кататься вслед за Марией Захаровой. Это серебряный призер чемпионата России прошлого года. Вслед за ней прекрасная Анна Фролова. Ну, все прекрасные, да, но каждому мы подбираем какой-то эпитет. Анна Фролова в своей короткой программе была настолько артистичной, настолько женственной, что не запомнить и этот прокат было абсолютно невозможно. Третье место после короткой программы, а на втором Алиса Двоеглазова на ваших экранах в этом. Не опускалась до второго места на соревнованиях с февраля 2022 года. Впечатляющая серия насчитывает более 13 турниров. На этапе Гран-при России в текущем сезоне в Красноярске заняла первое место. Ну что ж, это один из соревновательных дней. Здесь, в Санкт-Петербурге, Дворец спорта юбилейный. И вновь очередной чемпионат России. Завершается разминка, финальная разминка. Вот она, кульминация, вот это нерв, драйв, падения и взлеты. Было огромное количество мегапрофессиональных спортсменов уже на льду. Были прекрасно выполнены элементы, чисто откатные программы. Но все решится здесь и сейчас. На ваших экранах Аделя Петросян, которая разминает свою произвольную программу. Россыпь мегасложных прыжков. Нервы просто увидим. натянуты до предела, потому что после короткой программы запас есть лишь у Адели и Петросян, которые особняком вот держат свое первое место. Остальные девчонки все смогут побороться за лидирующие позиции, потому что, конечно, даже на разминке мы видим четверных прыжков, просто невероятное количество, да, много ошибок. Это как раз-таки нервы главного старта сезона. А стабильность ей очень сильно понадобится вместе с четверными прыжками на Олимпийских играх, до которых осталось-то всего ничего. И вот этот вот старт, это не просто генеральная репетиция, это какое-то звенящее, важнейшее событие в ее жизни, без которого не может жить ни один фигурист. Перед Олимпийскими играми у всех должен быть чемпионат России, а там выступление такого уровня, которое придает одновременно и уверенности и тебе, и тем людям, которые тебя будут судить, на тебя будут смотреть, а тебе будут отзываться, с тобой будут соревноваться. И на льду Четверной тулуп сейчас показали от Адели и Петросян. Много было борьбы именно с тройным акселем на разминке. Тулуп очень уверенно сделала. Пожелаем всем девчонкам удачи и чистых прокатов, справиться с этими нервами и с этим волнением. Для исполнения произвольной программы на лед приглашается Ксения Гущина. Прекрасная артистичная Ксения Гущина. Блеск постановки в каждой программе. Короткая с Артемом Федорченко, произвольная с Еленой Масленниковой и Ильей Авербухом. Команда Кирилла Давыденко и Александрины Дегтяревой задействовала массу интересных ресурсов, максимально разнообразив программный спектр сезона для Ксении. Это и называется «Come Together», кто бы ни пел. I'm a
free. Come together right now. He got what he wanted. He got what he wanted. He wanted motion filter. He said one and one is three. Got to be good looking, 'cause it's so hard to see. Самое, что интересно, если вы не видели прокат, то буквально по вот этим первым мгновениям и секундам, которые случаются после того, как завершается программа, сразу очевидно, что было так, а что было не очень. На нерве немножко тяжело, собиралась с мыслями, это было видно. Яркая и дерзкая программа Ксюши Гущиной сегодня, конечно, была исполнена именно в борьбе. В борьбе весь прокат. Начала она классно, с драйвом. И буквально на втором прыжке уже случилась заминка. Должен был быть каскад. Тройной лут, тройной тулуп. Самый сложный элемент в этой программе. Чуть посмелее идти в элемент. Вот. Чуть-чуть. Продолжение того, о чем мы говорили. Чуть-чуть смелее. То есть как да, бы вот этот драйв, он и смелость пропали именно на втором прыжке, где должен был быть этот самый сложный каскад, тройной лут, тройной тулуп. Не самый уверенный выезд был с лутса. Сейчас мы посмотрим, как раз после двойного акселя он был исполнен. Вот он. Хороший прыжок, хороший тройной лут. Но мы видим, хотела сделать каскад, передумала, не стала его делать. И в этот момент сразу было видно, что выражение лица поменялось. Все, сразу вся концентрация исключительно на то, а где же сделать этот каскад. И вот он, тройной флип, к которому она попыталась добавить тройной тулуп. И видим приземление на две ноги, не самое удачное. И это, по сути, единственная грубая ошибка в этом прокате. Да? Ни падение, ни бабочка, неудачное приземление с этого прыжка. Но все, дальше уже было видно, что Ксюша, конечно, сдержанно довольно катает свою программу. И настолько высокий уровень сегодня демонстрируют девушки, что вот эта одна ошибка
это уже серьезная оплошность и то, что может помешать и сдвинуть Ксюшу на несколько позиций ниже. Обидно, конечно. Но это давление, потому что все, чемпионат России – это самый главный турнир. Я понимаю, что сейчас, может быть, не держит мысли о европейском чемпионате, о чемпионате мира, но все равно, конечно, да, хочется Ксюши. там быть лучше, сегодня быть лучше. И, конечно, нервы на пределе, и это чуть сдерживало ее. Хочется поддержать Ксюшу. Ой-ой-ой, до слез. Обидно, конечно, обидно. Буквально из-за одной ошибки. Представляете, чего может стоить одна ошибка? Она занимает 5-е место. Но надо сказать, что даже тех баллов, которые она потеряла вот на этой одной ошибке, может быть, и не хватило бы, чтобы догнать Софью Муравьеву. Но На кто-то экранах что у нее группы уж лидеров очень сейчас первые 3 высокая места на данный момент. позиция и много баллов. Абсолютно восхитительная произвольная программа будет исполнена Марией Захаровой под музыку из «Мулен Руж». Есть здесь место и драме, и французскому шику начала 20 века, и трогательная женственность, как бы заимствованная у Николь Кидман, что уж там греха таить. Дебютантка взрослых соревнований Мария выглядит в ней такой искушенной, она прекрасная актриса. А программа поставлена танцовщицей Ольгой Орловой. А вот уже и четверной тулуп. Второй четверной. Вау! I believe you were expecting me. One day I'll fly away, leave all this to yesterday. What more could your love do for me? When will love be through with me? Why live life from dream to dream and dread the day when dreaming? The hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flats or help you feed your pussycat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear-shaped, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a
louses go back to their spouses. Diamonds are raw. Gold is better friend. Да, да и еще раз да. А, к черту, встану. Такая была борьба со здоровьем. Пропустила очень много времени. Дебютирует в этом сезоне на взрослом уровне. В начале сезона 1 четверной прыжок. Сейчас уже 2. Чемпионат России, когда нервы на пределе. И вот я теряю прям мысль. Звезда родилась сегодня здесь. Браво, 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 браво. Тулупа были исполнены в начале программы. Это, конечно, невероятно. Еще раз подчеркивает, насколько это сложно дальше додержать эту программу. Президент Федерации, олимпийский чемпион, оценил. Платежная система «Мир» традиционно поддерживает развитие российского спорта и является постоянным партнером Федерации фигурного катания на коньках России. Не дают нам выдохнуть и расслабиться девочки буквально ни на секунду. Вы посмотрите, четверной тулуп. Фантастика! Каскадер с двойным. Сколько ошибок было сегодня на тренировках. Мы следили, мы видели это, как она боролась с этим прыжком. Не получался. А тут вышла и 2 сделала. Второй буквально вырвала, прям на зубах его вытащила. Умничка. И вот мы видим, сколько эмоциональных и физических сил отнимают четверные прыжки. Потому что дальше, казалось бы, тройные, которые уже и запас прочности есть на эти элементы. И вот сейчас мы видим тройной луц. Тяжелый был с него выезд. Поборолась за тулуп в каскаде, но не хватило, к сожалению, падение случилось на этом прыжке. И дальше, конечно, в такой борьбе была исполнена вот эта комбинация. Тройной флип, двойной аксель. Здесь она уже словно даже остановилась, выдохнула и собралась на последний двойной аксель. Не очень удачно он тоже исполнен, недокрут. То есть вот на четверные ее хватило, а дальше немного и концентрации, и физических сил уже не хватало, но... Конечно, эмоции просто... Да, Господи, я просто вспоминаю, что приблизительно через то же самое проходил, когда ты выходил на чемпионате России. Вот эти четверные, через боль, через восстановление. А в данный момент жалко Мишу Калиду, который, по стечению обстоятельств просто находится в данный момент рядом со мной, потому что я его схватил. Я говорю, только не иди на второй четверной. Но она пошла, я так боялся, но она пошла и сделала. Боже мой, это фантастика. Какая харизма от нее в этих программах, и в короткой, и в произвольной. Программы Мария Захарова набирает 146,36. Второе место по произвольной программе уступает примерно 15 сотых Софье Муравьевой, но по сумме 2 программ выходят вперед. Это вот такая же ровно ситуация, как у некоторых Новый других лидер спортсменок. на текущий Да, момент. вторая оценка, презентация. Ты новый человек еще на взрослом уровне. Дальше только продолжать. На лед приглашается Дарья Садкова, Москва. Четвертое после короткой программы. Стоит ли говорить, что и в этом случае с минимальным интервалом с соперницами Дарья Садкова отошла Дарья от лирических фантазий в произвольной программе в пользу мощной и воинственной темы. Есть в этой песне такие слова: «Ты знал, что ты станешь тем, кто работает, пока остальные играют», будто про Хрустальный. As a child, you would wait and watch from far away. But you always knew that you'd be the one that would while they all play. You'd lay awake at night and scheme of all the things that you would change
Даша, Дашенька. Кричали трибуны: Даша, давай, Даша, не сдавайся. И прям... Господи, заставляйте рыдать. Трибуны начинали аплодировать. И все молились за Дашу, чтобы она не останавливалась. Это называется самый важный турнир, самый важный момент уж уходящего 2025 года точно. Ну вот так. Пустых, как говорится, мест не бывает в нашей с вами жизни. Если открывается это окно возможностей, нужно сразу стремительно туда желать попасть. И вот как вы видели, один самый первый прыжок, четверной, который легко. Что такое? Ну объясни, что? Нет, так не катала. А что? Ну что-то ноги-то не могла с ними справиться, да? Что такое? Ну что такое-то? Начала сомневаться в себе. Я думаю, что вот эти сомнения сразу после первого прыжка. Один срыв, всего лишь один прыжок. И Очень, все, одна очень ошибка, сложно которая сейчас перечеркнула весь прокат будущий. Подобрать слова правильные. Безумно обидно. Никаких нервов, конечно, не хватает болеть за Дашу. Обидно, что сегодня не удалось. В прошлом году чемпионат России стал для Даши вот просто прокатом жизни и в произвольной программе, и стартом жизни. Стала она серебряным призером, чисто откатала свою произвольную программу. И так мы ждем этих чистых прокатов от Даши. В короткой все так хорошо получалось. Очень хотелось, чтобы и здесь получилось, но обидно как раз, да, то, о чем ты, Леш, говоришь, что именно первый прыжок является вот такой важной точкой отсчета для Даши, и что после ошибки на четверном тулупе, грубой ошибки, падении, не смогла она отпустить, забыть и дальше с тройными прыжками откатать эту программу дальше, ну, потому что никаких сложностей у нее эти тройные не вызывают, но здесь посыпалось дальше все, один за другим элементы не получались, и не получалось у Даши голову переключить в этот момент. Это очень обидно. Существует очень известная фраза: маршрут перестроен. Вот этот маршрут, к сожалению, был перестроен. Но потеряна навигация и все. Разрядили обстановку болельщики, когда Этери Георгиевна уже что-то говорила Дарье. Кто-то с трибун громко-громко крикнул: не ругайтесь на нее, пожалуйста. Только не ругайтесь. Только не ругайтесь. Да, это Дашу очень хочется трогательно. только поддержать, потому что это все исключительно от головы идет. Мы знаем, что она может это делать, и столько четверных она исполнила и на разминке, и на тренировке. Все может, только в голове дело. Я привыкла к тому, что я... Разминается уже Анна Фролова, готова к выходу. Расстроиться, Привыкла, поплакать что и чистое забыть. начало, да. 84 балла.
Стоит ли говорить об этих оценках? 8,11. Давайте На данный момент просто она занимает скажем, 11 место. Даша, все будет. Это не кошмар. Когда что-то заканчивается, начинается что-то новое. Алла Фролова, Санкт-Петербург. А сейчас на льду юбилейного кошки одна молоденькая и кокетливая, другая уже довольно пожившая, размышляющая о том, как эта жизнь иногда складывается. И все это великолепие в одном лице прекрасной фигуристки и артистки Анны Фроловой из школы Евгения Рукавицына. McCavity's a mystery cat. He's called the hidden paw, for he's the master criminal who can't defy the law. He's the bafflement of Scotland Yard, the flying squad's despair. For when they reach the scene of crime, McCavity's not there. Wide awake! McCavity, McCavity, there's no one like McCavity, for he's a fiend in feline shape, a monster of depravity. You may meet him in a by street, you may see him in a square, but when a crime's discovered, then McCavity's not there. Tell me if you find them the meaning of what happiness is, then a new life will begin.
дыши, кошечка, дыши, прошу тебя, умоляю. Вау. Как сказала Анна Щербакова, все делала правильно. Мы видели, не было скорости, но это катание, это женское катание. Осмысленное, все такое тягучее. Да, нет элементов ультраси, да, нет тройного акселя, да, нет четверных элементов. Но даже сделать в нужный момент то, что ты можешь на максимуме, это дорогого стоит. Сколько сегодня слез, сколько сегодня каких-то невероятных эмоций. И, наверное, это был правильный ход поменять, ну, вернуть произвольную программу. Чисто психологически она, конечно, сегодня была в контроле над самой собой. Может быть, на грани. Контроль, но прямо на грани. Сколько элементов прыжковых, да? Да, это было видно, что много где пришлось побороться. И какая же Аня умничка, что вот приучила она нас к этой стабильности, к этой планке, которую она высокой задала. И сама ее держит, несмотря на любые трудности, которые могут возникать на ее пути. Она все равно выходит. И вот эту свою задачу, которую она перед собой ставит, чисто и никак иначе. И она ее выполняет. И вот несколько элементов, давайте посмотрим сейчас. Вот двойной аксель хорошо, да, Ридбергер хорошо, но так аккуратно. Вот сейчас вроде бы тоже неплохо. Но вот были моменты, когда вот прям и корпус не так совсем ровно, не так как бы, но все равно делает. Вот видим, да, вот жалко, вот даже медленный повтор очень быстро для нас. На Ридбергере, да, последний прыжок в программе. Она вот, мне кажется, последний, да, уже вцепилась в него последними своими силами. Умница. Эти эмоции, конечно. Чего стоят эти чистые прокаты из раза в раз для Ани? Я счастлива, что я проехала со всеми элементами. И прости, что я об этом говорю. Анна Фролова сегодня после утренней тренировки прям чуть-чуть успокаивали ее, потому что вот даже всем. утром Привет, чувствовалось то, что вечером как раз будет все решаться. Ой, Женя Рукавицын, был бы с волосами, потерял бы их сейчас. Такой стресс. Вау. 143,74 балла. Сумма за две программы. Невысокая оценка за технику. Вы посмотрите, что происходит. И Вау. 146 баллов. Это пятое место по произвольной программе. И по сумме двух она пропускает вперед Марию Захарову. Мария Захарова в данный момент пока лидирует. Фролова на втором. 6 сотых. Но опережает Софью Муравьеву. На лед приглашается Алиса Двоеглазова, Москва. На льду Алиса Двоеглазова, вторая после короткой. Очень атлетичная, чего не скажешь невооруженным глазом. В ее распоряжении четверной Луц, не говоря же о тулупе. Хорошо известные треки Аббы в ее программе звучат совершенно иначе. Must be funny. Ставки повышаются. Четверной Луц. Always sunny in a rich man's world. All the things I could do if I had a little money. It's a rich man.
бы быть там четверной тулуп, но и без него с четверным луцем. Просто человек-зажигалка. Обожаю Алису Двоеглазову за какой-то, я не понимаю откуда, вот это вечное желание бежать. Не просто куда-то стремительно ускорять шаг, а бежать. Компонентная, хорошие прыжки. Когда она на льду, ты практически уверен в том, что все будет хорошо. Алисе прям хочется сопереживать во время ее проката. Такая столбочек подъехала. Пришлось орать, ты хоть слышала? Матка сказала, На секунду, на две. Алиса, да, словно взглядом успела проконсультироваться с тренерами во время проката. Сейчас мы обсудим этот момент. Начала она с четверного луца. Именно тот прыжок, с которым она борется по ходу этого сезона. И на тренировках с ним боролась. И тут сделала. Пусть и с недокрутом небольшим, который находят. А вот тулуп, прыжок, на котором она вообще практически не ошибалась. И по ходу сезона, и на тренировках очень стабильно он не получался. И если бы получился первый тулуп, она бы пошла и на второй, потому что в заявке 2 четверных тулупа, и то есть 3 четверных прыжка, но при падении с первого, и так как там не делает она каскад, то есть договоренность с тренерами не идти на вторую попытку тулупа. И вот как будто бы после падения она взглядом пересеклась с тренерами, проехала мимо их бортика, и как будто они так подтвердили, что да, все, дальше докатывай с тройными прыжками. С тройными, ну, конечно же, у Алисы никаких вопросов не возникает. Их она делает уверенно, с запасом. Вот, ну... С одной стороны обидно, с другой стороны Алиса вновь показывает свой характер, что вот у нее программа не рассыпается. Даже если что-то идет не так, она всегда доделает все до последнего элемента, до конца, дожмет и не отпустит программу. И в конце зажигала, танцевала, подпевала, весь зал ее поддерживал. Это, правда, не оставляет равнодушными зрителей Алиса. Да, и музыка выбрана подходящая, и программа скомпонована подходящей. Все увлекает за настроением Алисы. А оно, безусловно, под конец программы, наоборот, улучшилось. Да, был срыв, но мы видели по реакции спортсменки, она довольна. И мы, и все зрители видели, как техническая оценка росла у Алисы Двоеглазовой, и росла, и превысила все технические оценки, которые были показаны за сегодняшний день. А с оценкой в 68 за компоненты она получает 152 балла и становится лидером этих соревнований, как в произвольной, так и по сумме двух программ. На 10 баллов опережает ближайшую конкурентку Марию Захарову. На лед приглашается Аделия Петросян, Москва. Вот и кульминация. Действующая чемпионка России на льду Аделия Петросян накануне покорила всех. Но вот такая работа. Сегодня все как будто заново. Танго. Долгожданное танго Аделии. Тройной аксель.
María de Buenos Aires. De Buenos Aires, María, no ven quién soy yo. María tango, María del arrabal, María noche, María pasión fatal, María del amor, de Buenos Aires soy yo. Yo soy María de Buenos Aires. Soy la más bruja cantando y amando también. Si el bandoneón me provoca, tierra tata, le muerdo fuerte la boca, tierra tata, con 10 espasmos en flor que yo tengo en mi ser. Soy yo. Да. Ой, истрадались мы все. И этим страданиям на сегодня, по крайней мере, у нас пришел конец. По крайней мере, можно выдохнуть. Аделия выстрадала за нас все. Непростой это был старт, да, на каждой тренировке я сегодня видел тоже с утра, как, ну, на грани было настроение, прям подъезжала к бортику и говорила: да что ж такое? Ну, на грани очень многие спортсмены порой приезжают на турниры, по-разному все реагируют на волнение, но вот кто-то в последний момент может вот тогда чуть-чуть. Тогда продумывай, как его сделать. Понятно, немногословные педагоги тоже, Аделия Петросян. Сейчас обсудили именно то, что Аделия пошла на второй четверной тулуп, хотя первый не получился. То есть мы видели из того же тренерского штаба: Дарья Садкова, падение с первого тулупа, на второй не пошла. Алиса Двоеглазова, падение с первого тулупа, на второй не пошла. Аделия Петросян, падение с первого тулупа, и она пошла на второй. Хотела исправить эту ошибку. Видимо, аксель недокрут, степ-аут, дальше падение с тулупа. И в этот момент, вот как говорят тренеры, нужно было дальше докатывать с тройными прыжками. Но Адель пошла еще на один четверной прыжок, и здесь бабочка лишь двойной. То есть тоже он не удался. Но мы опять же переживаем сейчас не за результат чемпионата России, потому что я думаю, что преимущество в 12 баллов, которое было у Аделии Петросян после короткой программы, конечно, позволит ей остаться и на вершине. Но мы переживаем за саму Аделию, за то, как ей дается этот сезон, за то, что у нее внутри. Но все верно, здесь как бы мысли идут не о том, давайте проанализируем, как Аделия выступила на чемпионате России, а здесь более глобальная, более глубокая мысль, потому что в расчет идет абсолютно все, что происходило с Аделией с самого начала этого сезона. Слава богу, что ей предоставили возможность в Омске откатать. Хотя бы там произвольная программа вне соревнований. И она успешно была завершена и четверным. Но вот сегодня, к сожалению, это финальный турнир. И мы слышим тебя, Аделия, слышим твою внутреннюю боль. И, конечно, жалко, что финальный турнир. Я думаю, что из федерации придумают какой-нибудь тактический шаг. У нас очень умные и толковые ребята.
в руководителях и сделают так, возможно, какой-нибудь дополнительный соревновательный прокат, еще что-то, ну, чтобы вновь попробовать. Ну и троица на данный момент, Двоеглазова. У Алисы глаза на мокром месте, она так переживает из-за всего Да, здесь происходящего. мы плачем и от радости, и от горести. Какая Очень, она славная, какая она прекрасная. как отец своих Да двух, все хочу славные. сказать, да, такое ощущение, что это просто твои дети сейчас на льду, и ты вместе с ними и вращаешься, и прыгаешь. Чудо иметь таких прекрасных спортсменов у нас в стране. Мы ждем эти оценки, можем предположить, но нужно подтверждение. 149, и это второе место по произвольной, отстав от Алисы Двоеглазовой на 3 балла, но 12 баллов преимущества в короткой программе дают возможность Аделе Петросян занять первое место, и она чемпионка России. Алиса Двоеглазова на втором месте и Мария Захарова впервые на 3-й строчке. Всех поздравляем. Завтра произвольная программа у мужчин будет еще интереснее. Завтра вашему вниманию будет представлена произвольная программа в исполнении мужчин, а также церемония награждения победителей и призеров соревнований и показательные выступления лучших фигуристов страны. Начало соревнований 15 часов. Аделия на наших экранах, ее гордый взгляд, ее, конечно же, полный переживаний образ, который с нами абсолютно. И в Kiss and Cry интервью, как всегда. Ну что ж, подошел к концу этот долгий день здесь, в юбилейном. Давайте, может быть, пока вы еще все не разошлись, всем залом поддержим еще раз наших спортсменов, особенно Аделию Петросян, которой совсем скоро предстоит защищать честь на Олимпийских играх. Аделечка, ты все равно большая молодец. Да, не все получилось. Мы поздравляем тебя с этой очередной уже победой. Теперь ты трехкратная чемпионка России. Скажи какое-нибудь послесловие людям, которые сегодня так поддерживали тебя. Ну вот я готова только похвалить зрителей и своих тренеров, которые поддерживали весь мой прокат, который дал сегодня тяжеловато. Но благодаря вам я доехала. Доехала, да еще как. Но на самом деле мы прекрасно понимаем, что на данном турнире перед тобой стояла большая задача сделать технический скачок. Это и тройной аксель, и 2 четверных тулупа, на которые ты пошла, не стала менять контент по ходу, несмотря на то, что, да, первый не удался, все равно ты пошла в попытку следующего. Это спортивный характер называется. Мы тебя все еще раз поздравляем с победой. Поверь, она действительно заслуженная, и мы желаем тебе крепких нервов, хорошенько отдохнуть перед Новым годом и потом снова в бой, потому что мы все в тебя верим. И поверь, здесь все люди, которые находятся на этом стадионе, только с добром, и абсолютно никаких серьезных ожиданий. Конечно же, они есть, но мы всегда готовы тебя поддержать всей страной. Не только эти люди, которые здесь находятся, но и еще ты себе не представляешь, какое огромное количество людей болеют за тебя у телеэкранов. И мы каждый раз будем находить для тебя слова поддержки. Спасибо большое. Это очень ценно и помогает. Буду стараться улучшаться. И мы уже видели твои прекрасные ультраси на тренировках. И что еще пожелать? Пожелать теперь только, чтобы еще и на соревнованиях они всегда получались. Ты это 100% можешь. Не раз демонстрировала. И я уверен, что в нужное время и в нужном месте Аделия Петросян все сделает. Спасибо. Ну а скоро Новый год, все желания должны исполняться, и, возможно, ты хочешь пожелать кому-нибудь что-то в Новом году, зрителям, семье, себе в конце концов. Во-первых, всем желаю крепких нервов, потому что следующий год будет очень напряженным. Я знаю, что у меня будет. У вас наверняка свои какие-то планы, идеи, желания. Я очень хочу, чтобы они у вас всех исполнились втройне больше, чем вы желали. Спасибо вам всем. Спасибо тебе, Аделия. Поздравляем и ждем на награждение.
Спасибо большое. Ну что ж, всегда приятно находиться с Аделей на этих наших флеш-интервью и поздравлять ее с победами. Но есть и те девушки, которые тоже сегодня проявили невероятный спортивный характер и на своем дебютном чемпионате России заняли места на пьедестале. Прежде всего, наверное, хочется поздравить и Алису, которая занялась второе место в таком юном возрасте, вышла. Ну и, конечно, Мария, настоящее открытие этого сезона. Эти ультраси, 2 четверных тулупа в произвольной программе. По ходу сезона так она набирала, и вот так набрала, что добралась до подиума с бронзой. Мы поздравляем Марию Захарову. Знакомьтесь, это новое имя в российской фигурном катании. Спасибо. Давайте, наверное, начнем с серебряного призера. Алиса, дорогая, у тебя слезы до сих пор на глазах. Вот как ты откаталась, ты так и плакала. Скажи, пожалуйста, это же все-таки от счастья, я надеюсь. Да. Мы тебя поздравляем с таким, в общем, феерическим абсолютно прокатом. Четверной луц, такого мы сегодня не видели. Ты одна единственная, кто сделала попытку такого сложного ультра-си. Насколько нервно тебе было выходить на этот чемпионат России? Потому что вы, девочки, что Маша, что Алиса, совсем еще юные. Для вас вот такой старт, это, ну... Я просто помню себя на своем первом чемпионате России. Мне было очень страшно. Вот, поделитесь опытом своим. Для меня это дебютный чемпионат России, и, как ни странно, я чувствовала себя здесь уверенно. Я очень ждала уже выход во взрослую категорию, и мне кажется, я просто шла к своей цели, не думая о том, где я конкретно нахожусь. Маша, у тебя было несколько сезонов, когда ты боролась с травмой. Для тебя это тоже дебютный чемпионат России. Несмотря на то, что ты постарше Алисы, мы просто мега рады, что ты восстановилась. Надеюсь, что травмы старые тебя не беспокоят. Но судя по твоему контенту, они действительно тебе никак не мешают выходить и суперски кататься. Вот расскажи, как проходило твое восстановление, и поделись своим опытом выхода на этот чемпионский лед. Спасибо большое. Восстановление проходило довольно спокойно. Я быстро восстановила тулуп. Вот. И я очень рада здесь оказаться. Я хочу большое спасибо сказать публике, которая меня поддерживала. Вот, потому что это, да, действительно мой дебютный чемпионат России. Вот. И всем спасибо большое. Мне очень все понравилось. Девочки, совсем скоро Новый год. Чемпионат России для вас завершился. Осталось самое приятное — получить медали. Ну, а дальше? Как праздновать Новый год будете? Кстати, у вас, может быть, очень самая дорогая елочная игрушка в вашей жизни появится. Медалька. Кстати, насчет самой дорогой елочной игрушки я полностью с собой согласна, Жень. Для меня это, наверное, тоже как маленькая победа. И я очень рада тому, что вот эта серия моя не прерывается с 1-го и 2-го места, уже какое соревнование. И я также хотела поблагодарить зрителей за поддержку. Я очень чувствовала отдачу, энергии во время проката, особенно на дорожке шагов, когда уже все начали танцевать. И спасибо всем большое, и с наступающим Новым годом. Как будете отмечать? Будете ли отдыхать? Ну, отдыхать точно будем. Чувствую психологическое напряжение с самого начала сезона. Чувствую какую-то ответственность, потому что многие люди верили в меня. Не хочется никого подвозить. И в первую очередь нужно просто психологически разгрузиться. Алиса, знаем, что отдыха у тебя будет в новогодние праздники не так много. Ты участвуешь в ледовом шоу. Расскажи про него немного поподробнее. Если честно, я еще сама пока почти ничего не знаю. Буду участвовать в шоу Лия Ирбуха и до чемпионата России. Спасибо ребятам, что не трогали меня. Я просто готовилась к этому турниру. И вот сейчас как раз тот момент, когда нужно погрузиться и понять, что вообще нужно от меня. Мария, у меня вопрос. Я смотрел за твоей разминкой 6-минутной, и не все получалось. Но на старте как
ты нашла силы так собраться? Может быть, тренеры тебе помогли? У тебя мама тренер. Елена Водорезова-Буянова приехала сегодня тоже на чемпионат России тебя поддержать. Как ты так справилась? Как ты собралась? Потому что я думал, как с такой разминкой вообще выходить теперь на произвольную программу? Ну, я после разминки привела голову в порядок, собралась морально и вышла, все сделала. Просто для меня, на самом деле, нужно настроиться морально больше, чем физически, потому что физически я это уже все умею делать. Вот, и все спокойно собрала. Действительно собрала. Может быть, тебе есть что сказать зрителям? Я думаю, сейчас болельщиков у тебя точно прибавится. Может быть, пожелаешь что-нибудь своей семье? Ты из фигурной семьи, у тебя папа чемпион мира в парном катании, мама тренер, папа тренер. Маму поздравим тоже с медалью. Надо поздравлять родителей тоже, потому что это медаль, которую Мама ты сегодня точно довела заслужила. свою дочку до медали чемпионата России. Также родителей Алисы поздравляем. Это очень-очень, конечно, мне кажется, для них самое радостное событие на сегодня и вообще самый лучший подарок перед Новым годом. Я тоже хочу поблагодарить и свой тренерский штаб, и своих родителей просто за то, что они на протяжении всего моего пути поддерживают меня и очень сильно помогают. И Арсению Федотову тоже привет передаем. Арсению Федотову обязательно. Где Алиса, там и Арсений. Что тут скажешь? Действительно, был очень долгий день, было здорово. Какой был накал страстей во всех дисциплинах. И сначала и танцы разыграли свои медали, потом пары. И вот теперь украшение, как вишенка на торте, выступления наших девушек. И прямо сейчас то, что происходит в подтрибунном помещении. Анна Щербакова нас помогает отойти от этого проката Дашу Садкову. И Аня Фролова, которая чуть-чуть не добрала баллов до того, чтобы тоже оказаться на подиуме. Всего 600-х. Тут же и Алина Загитова. Весь свет женского одиночного катания. И как же радостно видеть такие отношения в нашей сборной. Те, кто уже прошел свой олимпийский путь, наставляют и поддерживают девушек, у которых еще 100% все впереди. Их большие победы еще обязательно будут. Ну что, ждем вас завтра у телеэкранов. Завтра развязка в соревнованиях мужчин. Будет невероятно интересно, это абсолютно точно. Ну а девушек поздравляем еще раз с подиумом чемпионата России, с дебютом, таким дебютом на чемпионате России. И завтра их ждет церемония награждения во время показательных выступлений. Мы тоже обязательно все покажем. Женечка, тебе слово. Друзья, всех с наступающим Новым годом, нашим девчонкам прекрасным, только здоровья и крепких нервов во второй половине сезона. Ну а мы, к сожалению или к счастью, уже с вами прощаемся, идем на заслуженный отдых. И смотрите, друзья, фигурное катание на Первом, не переключайтесь.